Всем привет! Лето уже совсем близко, и поэтому самое время запасаться рецептами мороженого. Сегодня приготовим невероятно насыщенное ягодное мороженое, а также я вам покажу еще одну чашу моего кухонного комбайна, о котором я уже раньше рассказывала. Не переключайтесь! В чаше комбайна, которую я сегодня вам покажу, обычно я готовлю разнообразные смузи и соусы. И по сути, наше сегодняшнее мороженое и будет смузи, которое мы попросту потом заморозим. Для себя я готовлю это мороженое без сахара, но по желанию вы можете добавить по своему вкусу сахарную пудру либо мед. А также я использую протеиновый порошок, вместо которого вы можете смело добавить пастообразный творог той жирности, которая вам нравится. Вводите от 50 до 100 грамм творога. Кстати, если у вас в морозилке еще остался запас ягод с прошлого сезона, который нужно срочно пустить в дело, то используйте эти ягоды для приготовления этого мороженого. Подойдут любые комбинации ягод, которые вам нравятся, либо можете использовать только один вид ягод и приготовить вкусное мороженое. Вот основной блок комбайна, к которому крепятся сменные чаши. Рычаг управления позволяет включать прибор на работу в импульсном режиме, а также в двух скоростях. Пометка на ноже, который измельчает содержимое в подопытном стакане, рекомендует использовать вторую скорость. Объем стакана блендера 1 литр. Изготовлен из пластика. Благодаря этому он не так боится ударов, как если бы был изготовлен из стекла, а также он более легкий. Нож вставляется в дно чаши. Поворачиванием ножа против часовой стрелки он плотно фиксируется в пазах. Крышка стакана также плотно фиксируется. По центру в ней есть отверстие для добавления ингредиентов во время работы. В качестве крышки для этого отверстия производитель использует небольшой мерный стаканчик. Вот так чаша блендера фиксируется на блоке питания. Приступим к приготовлению мороженого. Ингредиенты вы видите на экране, а также вы найдете их в инфобоксе. Чашу я установила на блок. Туда отправляю все ягоды, протеиновый порошок и йогурт. Если вы используете сахарную пудру или мед, добавляйте эти ингредиенты сейчас, ровно как и творог. Измельчите массу до полной однородности. Если вам неприятны мелкие косточки ягод в смеси, протрите массу через сито, чтобы избавиться от них. Я заранее отправила чашу мороженицы в морозильную камеру, чтобы хладагент сделал свою работу. Отправляю туда смесь и включаю прибор минут на 25-30. Если у вас автоматическая мороженица, поздравляю, заранее замораживать ничего не нужно. Если мороженицы у вас нет, готовьте мороженое ручным способом. Вам будет необходимо перелить смесь в контейнер, убрать его в морозильник и пробивать мороженое блендером каждые полчаса, пока оно не загустеет. Мороженое готово. Насладиться им можно сразу же, а можно переложить в контейнер и убрать в морозильник до того времени, пока вам не захочется побаловать себя прохладным десертом. Приятного аппетита! Что ж, пускай ваше лето будет очень-очень вкусным. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал, впереди еще очень много интересного.